Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые зрители, подписчики и гости канала. Геннадий Гудков прямо сейчас со мной на связи. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, имею честь любить и жаловать. Да, любим, жалуем, но правда не так, как президенты Таджикистана и Беларуси Владимира Путина. Неформальный съезд стран СНГ состоялся. Путин обхаживал гостей в свой день рождения вчерашний и подарил ему Лукашенко трактор и две пирамиды от президента Таджикистана с бахчевыми, с дынями и арбузами. Ну вот, собственно, как бы вот и все пышное празднование вчерашнего дня. Предсказуемо, правда? Но меня сначала обрадовали, что поздравлений было еще меньше. Но, видимо, к вечеру народ расщедрился на арбузы и дыни. Но и в любом случае, если мы посмотрим, конечно, жалкое подобие юбилея. Все-таки, если вот мы представим реально, да, что Россия великая держава, еще недавно входившая там в восьмерку, она член ядерного клуба, имеющая право вето в Совете Безопасности, постоянный член и так далее и тому подобное. Европейская держава, простирающаяся на 17 тысяч миллионов, извините, квадратных километров и далее везде. Соседи не поздравили. Япония сосед не поздравила. Корея южный сосед не поздравила. Китай сосед не поздравил. Кто у нас там еще соседи? Армения с Грузией, по-моему, промолчали скромно, да? Казахстан послал нахрен. Кто там еще нахрен нас послал? Ну, я уж не говорю про страны Балтии, Финляндия, наша соседка. Там кто у нас еще? Через Черное море. Болгария, Румыния, да? Ну, Турция вроде поздравила, как бы, так сказать. Эрдоган продолжает играть свою карту, так сказать, перед своими выборами. В общем-то, скудна палитра, там, узкая скамеечка людей, желающих поздравить Путина. То есть, как говорится, его денежка с дырочкой. Закончилась лафа, закончилось везение. Теперь он мировой изгой, мировое зло, которое надо победить. И все то, что он достиг к 70 годам, это то, что миллиарды людей, сегодня реально миллиарды, может один, может два, мечтают дождаться, когда же наконец-таки наступит его финиш. Вот он итог его, так сказать, ну, может, еще не итог, ну, практически итог, что ж там, 70-летний итог его жизни. Человек, который получает вместо поздравлений миллионы проклятий. Ну вот вы знаете, как бы таким призом, бонусом должны были стать вот эти так называемые новые территории, собственно, где так торжественно принимались они в состав Российской Федерации, но не стали. Еще новые населенные пункты объявлены. Зато появилась новая шутка в интернете. Здравствуйте, а у вас есть карта Российской Федерации? Да, есть, а вам на какое число? Да. И это, наверное, самая главная фиаско. Вы вспомнили Японию, я вот немного отвлечемся. Украина сегодня официально признала север Японии оккупированными территориями Российской Федерации. Речь идет о тех преснопамятных Курилах. Ну, такой достаточно серьезный международный шаг. Проголосовали в парламенте. На практике что он дает? На практике он говорит о том, что в России много территориальных проблем, до сих пор не решенных своими соседями. В определенный момент эти проблемы могут быть решены совсем нецивилизованным способом. Или наоборот, тем же самым способом, которым Россия навязывает всему миру. Я же тоже ведь пошутил горько, когда вот это состоялось маразматическое действие, да, под названием принятие непонятно каких территорий, непонятно зачем в состав Российской Федерации. Я-то сказал, ребята, теперь-то дорога открыта. Карелия. Вы какого хрена в этом дерьме сидите? Только быстренько референдум присоединяйся к Финляндии, потому что там уровень жизни в 8 раз выше, а может быть 10. Чего сидит Калининград? Ну,
только бегом в Евросоюз. Да, прям проситься туда. Что там теперь дальше Тува? Хотела отделиться, сделать суверенной, независимой. Те все карты в руки. А кто хочет там отделиться и присоединиться к Японии, к Китаю, или там между ними быть каким-то там, пожалуйста, у нас есть прецедент от Дальневосточную республику. Забыли? Дальневосточная республика. Что сейчас? Пусть проведет референдум и объявит своей независимости и установит свои собственные отношения и с Японией, с Южной Кореей, с Китаем и так далее. Со всем миром. Что сейчас теряться-то? Раз уж Путин сказал, все, по референдуму можно переходить в любую страну. У нас сейчас там Чечня перейдет. А что тогда с Чечней воевали? За что? Ну, провели референдум, чеченцы сказали, да не, мы не хотим, вообще хотим самостоятельно быть. Нефть у нас есть, еще у нас что-то есть, Кадырова мы выгоним, и будем как-нибудь сами справляться своими делами. Что тогда? Велась война, даже 2 войны, чеченских войны. Ну, в общем, короче говоря, Путин открыл ящик Пандоры. Ума у него стало совсем мало. Какие-то действия, которые он совершает, напоминают театр маразматического абсурда. И мы как будто живем в нереальной действительности, потому что все то, что происходит, не может быть правдой. Ну, это правда, Геннадий Владимирович. И, собственно, все то, что... Это то, что я чувствую, поэтому и говорю. Да, Геннадий Владимирович, разразилось как гром среди ясного неба заявление посла Индонезии в Арабских Эмиратах о том, что на G20 приедет и Путин, и Зеленский. Это уже откомментировали, собственно, в Киеве, да, пресс-секретарь президента говорит, что решение еще пока не принято. И вообще как бы... Знаете, сейчас чего будут писать всем нам, с вами? Миллионы людей. Ну, у каждого там есть свои тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. У меня там в одном твиттере там 250 000. А сейчас будут писать, неужели в мире допустят пролет самолета с президентом Путиным, который угрожает всему миру ядерным апокалипсисом. Вот я прям даже сейчас, вот не сходя с места, представляю вал этих сообщений. Неужели упустит Запад такую возможность, чтобы устранить угрозу ядерной войны? Я думаю, что сейчас во всех странах люди будут писать во всех соцсетях, требовать, чтобы именно так оно и произошло. Я извиняюсь, так сказать, за цинизм. Но мне в прошлый раз писали, почему до самолета долетел. И почему до Бали он долетел. А как же так, ребята, хотите вы сохранить цивилизацию или не хотите? Если вы хотите сохранить цивилизацию, о чем вы тогда говорите? Ну, вот думаю, что вот такая будет сейчас реакция населения мира на готовность Путина куда-то прилететь. Но ведь мы же помним, и ничего не поменялось с тех пор, как Зеленский сказал, что любые переговоры могут быть уже с новым президентом. Но разные там конспирологи или там конструкторы ситуации предрекают, что к тому времени, да, вот к ноябрю, все разрешится, и, собственно, на G20 что-то может быть подписано или какие-то договоренности все-таки вероятность присутствует. Какое у вас ощущение? У меня ощущение, что пока никто не знает, чем это закончится. И что с этим совсем делать. Понятно, что отступать нельзя. Но мы пока не можем понять степень безумия. Мы понимаем, что точно совершенно этап войны следующий после перемалывания вот этой могилизации, порыва могилизации, который охватил вдруг Путина, совершенно очевидно, что мы окажемся с вами в зоне ядерного шантажа, в зоне ядерного блефа. Вот это следующий будет этап. И никто не знает, как это все будет, так сказать, как это все будет происходить на самом деле. Байден буквально вашими словами говорил и комментировал ситуацию. Как вы думаете, вот есть уже версии, и на моем канале политические эксперты тоже высказывались, что, скорее всего, вот слова Байдена о серьезности намерений Путина — это вот такой первый шаг к какой-то заморозке, там, холодной войны, железному занавесу и какой-то разрядки.
И они не могут же остановить войну конвенциональными средствами. И не собирается, судя по ленд-лизу, который начался, судя по поставкам, судя по ситуации вестям с фронта. Они не будут останавливать войну конвенциональными средствами, которые Украина выигрывает. Неизбежно. Вот тут проблема такая же, что никто не знает, как что закончится. Кто не понимает, куда все это придет. Понятно, что там, если, допустим, с точки зрения банальной логики будем рассуждать, ну, вот я не хочу никого расстраивать, но я могу порассуждать гипотетически, если желаете. Вот я Байден, или там коллективный Байден. И мне говорят, ваше благородие, вот мы тут посчитали, вот наши расчеты, вот калькуляции. Конечно, у русских там ни хрена этих 6 тысяч боеголовок нет. Мы вот это покрушим, это вот не взлетит, это у них труха, это вот тот. Ну, где-то там головок 600 может взлететь, из них там 450 попадет в цель. Значит, не будет 450 городов, там будут сильные разрушения, пожары, гибель, радиоактивное заражение. Примерно в зоне поражения окажется 300 миллионов человек. Что будем делать? И вот сидит коллективный Байден и думает, да, есть Россия, есть Украина. В Украине живет 40 миллионов человек, в России 140. Если сейчас тронем Россию, придется, конечно, 140 эти уничтожить, но они в отместку наших 200 или там 300 положат. А будем мы рисковать апокалипсисом из того, что вот действительно безумный вождь готов применить ядерное оружие в войне с Украиной. А если мы сейчас не применим это оружие, все равно там он рано или поздно загнется. Ну сколько нам нужно подождать, чтобы он совсем, как бы, так сказать, потерял дееспособность, мозги, голову, так сказать, пока бы его там своим не свергли, ослабели. Ну хорошо, 5 лет, ну 7. Хорошо, пусть даже 10 или 12. Мы Сталина пережили? Пережили. Ленина пережили? Пережили. Брежнева пережили? Пережили. Ну и Путина как-нибудь переживем. Не все. Не все. Не все, но большинство. Вот. И я понимаю, что часть этих рассуждений, она в голову приходит абсолютно всем. Нормальным и понимающим людям, да, как в Украине, так и за ее пределами, как в Вашингтоне, так и в столице какого-нибудь там государства островного, ну где-нибудь там, условно говоря, в Новой Зеландии, хотя они в меньшей степени боятся этой ядерной войны, чем густонаселенная Европа. Поэтому я понимаю, что это тоже такие опасения, они как бы построены на банальной логике. С другой стороны, есть еще третья, как бы, теоретическая модель, что если Путину дать выползти из этого угла, то он озверевший, сошедший окончательно с ума, будет готовиться к ядерной войне уже совершенно точно. И совершенно точно она будет, и совершенно точно ядерный апокалипсис неизбежен. И вот между этими сценариями и будут сейчас искать выход все страны коалиции, которые поддерживают Украину. Вот я просто обозначил то, что приходит в любую нормальную голову, как опция. И вот я просто показываю, насколько тяжело моральное, психологическое и прочее, так сказать, решение, вот этот, насколько тяжел выбор, что делать вот в этой ситуации, поскольку мир никогда в своей истории, в своем развитии, сколько существует там человек, около миллиона лет, или там человек такообразный уже, так сказать, ну, в общем-то. И за эти миллион лет человечество ни разу не сталкивалось с подобной ситуацией, которая действительно угрожает, ну, может быть, не его полностью уничтожению. Я думаю, что даже ядерная война с учетом сегодняшних арсеналов, она не уничтожит человечество. То есть люди выживут, но она его отбросит там на столетия назад. И никто не знает, как вот действует, ну, никто не знает, как они 100% правильно поступать в этой ситуации. Ситуация очень тяжелая. Никогда мир не сталкивался с тем, что какой-то идиот, сумасшедший, обладает средством, способным нанести гигантский ущерб всем. И вот это ключевая проблема
которая пока человечеством не разрешена. А то, что Путин совершенно отморозок, то, что он убирает самые худшие варианты, то, что он идет вопреки логике, это мы с вами, к сожалению, в последнее время наблюдаем постоянно. Но ведь предупреждал Байдена, предупреждал Швейцарии. Вова, не лезь. Предупреждал. Должна встреча приехать. Макрон уже задолбался его предупреждать своими телефонными звонками. Там уже шутит, что пятитомник звонков Путину скоро будет выпущен Макроном в сборниках. Предупреждал. Меркель предупреждала и уговаривала, и просила, и предлагала, и пугала, и так далее. И так далее. То есть все ему сказали, включая Си Цзиньпин, не смей. Что Путин сделал? Он мало того, что там не ограничится каким-то локальным ударом, как я предполагал, что они там ударят по Мариуполю, Мелитополю, с моря, с суши, предсказывал это. Они вообще решились на самый безумный шаг, на широкомасштабную агрессию, на широкомасштабное вторжение в Украину, которое даже дебилам с отстающим двоечником с какого-нибудь там военного училища, да, первокурсникам, понятно было, что 150-тысячная армия одолеть страну, которая 40 миллионов, и которая имеет все-таки свои вооруженные силы, и народ, и так далее, и тому подобное, готовый к борьбе, невозможно. Ну, невозможно. Ну, было понятно с самого начала. Я же все время говорю, почему там в моем окружении не верили в то, что Путин ударит. Да потому что мне говорили там, Геннадий Ильич, ты совсем с ума сошел? Ну, ты же понимаешь, что это вот, ну, явный проигрыш с самой первой секунды. Да ну что, он совсем, что ли, идиот? Ну что, он совсем, что ли, не понимает? Ну что, у него там есть силы, чтобы раздолбить Украину? Да нет у него. Кроме ядерного оружия вообще ничего нет. Конечно, он на это не пойдет. Это будет блефовать до конца, вымаливать там еще встречи с Байденом, да, переговоры очередные с Макроном и так далее и тому подобное. Я-то думал, что... Я не только думал, я еще и предупреждал, что удар возможен и очевиден, и он, Путин так просто не уйдет. Но даже в моем окружении мне показывали, крутили пальцем в висках, что я абсолютно не прав. Потому что вся логика была против того, что он сделал. Но получается, что если логика, да, ведет нас к какому-то тактическому ядерному удару, то это лучший предохранитель, потому что Путин по логике никогда не действует. Но ведь мы сейчас говорим не о логике, а о логизме. Да. А логизм заключается в том, чтобы пойти на предельное обострение, нанести удар ядерным оружием и начать шантажировать мир уже началом сценария ядерного апокалипсиса. Вот в чем алогизм. И если этот безумец на это пойдет, и в этот момент элиты его не ликвидируют, не заварят ему там дверь в бункере или просто там табакеркой что-то там сделают вместе с шарфиком или одновременно. Тут вот вопрос, что дальше делать? Это, кстати, очень интересный, скажем так, там табакерка, элиты. Целый Песков комментирует ситуацию с там, появившейся информацией, якобы разведка западная донесла, что уже в самом ближайшем окружении Путину лично в глаза высказывают недовольство поражениями, войной в Украине. И, ну вот, собственно, уже путинский, скажем так, глашатый Песков говорит, что, ну, ребята, рабочий процесс, мы демократичная страна, ну и так далее и тому подобное. То есть, если уже Песков заговорил, то означает, что волнение через край. Песков не заговорил, Песков, как всегда, врет. А это человек, который будет врать еще несколько дней после своей смерти. Язык будет трепаться лживый. Вот. Совершенно понятно, что это не то, что там внутри идут разногласия, это понятно. Это должно так быть, потому что в стороне проигрыша всегда возникают проблемы трения, раскола. Но если мы говорим сейчас о вот этом публичном обвинении генералов со стороны путинских сявок типа там Пригожина, ему подобных, там Кадыров, нынешний генерал-полковник, как бы сказать, помягче, без мата. Вот, очень сложно выразиться. Мат тут просто необходим.
Это путинское это начало путинской кампании по дискредитации генералов, превращение в козлов отпущения, списание на них всех грехов, публичные порки и так далее и тому подобное. То есть Путин начал первым. Я все время ждал, кто же начнет первым. Генерал начнет Путина, так сказать, камнями кидать, либо Путин все-таки шибанет по генералам. Но мы видим, что Путин начал подготовку вот грядущего дела генералов. Они будут объявлены вот главными виновниками, национальными предателями. Далее везде, как говорится. Вот поэтому здесь не совсем, что это признаки рабочих разногласий и признаки раскола. Это приготовление Путина отмазаться от вины за грядущее военное поражение. Геннадий Владимирович, вы как бы, ну, были бы правы на 100%. Это мое мнение. Я, опять-таки, я не настаиваю. Могу быть неправ, но вот я считаю, что это пока так, потому что если бы Путин был нормальным главнокомандующим, и мы же понимаем, что во время войны никакие проявления разногласий, трений там, и так далее не должны быть показаны противнику, они могут быть внутри. Если это показывается снаружи, и ничто не происходит, Кадыров и Пригожин не сидят в холодном карцере, то это значит сделано сведомо и по поручению Владимира Путина. Да, но если Соловьев уже в открытую статьями размахивает направо-налево в своих эфирах для военноначальников, то это тоже показательный момент, это бесспорно. Команду дали, конечно. Что же Соловьев сделал без команды? Геннадий Владимирович, а что вы думаете насчет сценария бунта в армии? Картинка, ну, кризис-менеджеры это все купировали, но картинка была, картина маслом, что называется, Белгородская область, мобилизованные, которые с оружием, говорят, нас не кормят, мы тратим свои деньги, все дорого, нам нечего есть, непонятно куда привезли, сидим, ждем. Ну и, собственно, там достаточно нагнеталась ситуация, ну как-то разрядка произошла. Ну там же понятно, какая разрядка произошла. Взяли их с этим оружием, да и вперед. Там как бы не до выступлений, чем ближе к линии фронта. Но тем не менее. Да, покормили их в бой. Да, покормили и в бой, а там уже посмотрим. Да, там как получится. Сколько пайки останется и нужно будет, чтобы покормить во второй раз. Просто говорят, что денег нет в отдельных регионах платить вот этим мобилизованным. Ну, денег нет, конечно, если там говорят, что это все, ребята, денег нет, давайте теперь вы, предприниматели, работодатели, вы сами им платите зарплату, например. Вы воюете, а бизнес будет платить за зарплату, во-первых, с чего он будет платить, мы забыли об этом сказать. Во-вторых, он платить не будет, потому что у нас бизнес и так валится, отваливается огромными кусками от экономической, так сказать, экономической конструкции России. Не знаю. Ну, это все, это, как это, да, Путин зашел в бар и сказал, да, всем налить пиво за счет заведения и ушел. Ну, вот примерно что-то наподобие. Еще одна такая, ну, чтобы немного разрядить эту обстановку, Геннадий Владимирович, ну, интереснейшая история. Салливан о ней сам лично говорил, о том, что два мужичка призывного возраста бежали от мобилизации и вот прям на лодке, да, в Аляску. Но в Аляску не в... Да, там задержали какую-то, даже не одну, по-моему, несколько лодок. Ну, то есть, понятно, что это люди, которые там скрываются. Это, кстати, оголило проблемы Соединенных Штатов Америки по защите Аляски, да, контроля над границей, вот это северной этой части. Потому что, ну, если уж эти мужчины смогли вплавь добраться. То есть Берингов пролив, потому что там серьезная штука. Нет, там вплавь, там сколько, 70 километров, я уже не помню. Но тем не менее, там, это вот свидетельство того... Это там не речку переплыть, да, совсем не речку переплыть. Так это свидетельство того, что они могли, ну, конечно же, там и погибнуть. Это 100%. Да. Такая вероятность. Но они предпочли вот такой риск, вместо того, чтобы идти в армию, где там военкома Хабаровского, например, края покидали по Магаданской области. Недели не прошло, ну или прошла неделя, и вернули опять на свое место.
То есть справедливости ждать негде, и, может быть, добрые американцы приютят. Что это за состояние в обществе? Прозрение наступает у этой быдловатной части. Я разговаривал тут со своими коллегами, товарищами, сегодня буквально. Сегодня у нас пятница, да? Да, мы общались с утра. Ну, шорох идет сильнейший по всей этой вот э, части населения. Ну, он идет вообще по населению. Ну ладно, там та часть населения, которая всегда была против войны, понятно, что она в панике и так далее. А те, которые поддерживали войну, вот они сейчас начинают, да мы ничего не знали, да мы это самое. Мне там рассказывает один товарищ, говорит, ты знаешь, говорит, какая интересная особенность. Никто ничего не говорит сначала, вот по позиции своей, там, за, против войны. Как только видят твою позицию, как только узнают, что ты против войны, и начинает тебе высказывать. И все больше и больше, и больше и больше. Раньше, говорит, такого близко не было. То есть им некому высказаться, вот они начинают, если они узнают, что ты против войны, начинают с тобой разговаривать и выливать все свое недовольство. То есть ситуация меняется, конечно. Ситуация меняется. Может, она там еще не 100%, но серьезно меняется. Но я не знаю, пока, наверное, к бунту народ не готов. Армия бунт может быть, но для этого должны созреть условия, они еще не сейчас. Когда начнутся еще там военные поражения, когда начнет перемалываться эта масса вновь отмобилизованная, когда там будет куча гробов, вереницы, вот тут что-то может начаться. Когда уровень потерь будет таким, что он не будет оставлять никакой там, ну, то есть, ну, должен быть какой-то психологический предел в уровне потерь. Какой-то такой предел, после которого армия уже говорит, нет, я нахрен в бой не пойду, зачем мне это вообще надо? Потому что это всегда случается на войне. Если вот выше уровень какого-то процента потерь, то люди говорят, нет, ну это практически верная смерть, идти туда я не хочу. Раз не с первого боя меня убьют, значит со второго. И вот это может наступить в армии абсолютно внезапно, кажется, что внезапно. И вот тогда там могут начаться действительно будут отказы. Массовые отказы воевать, массовые сдачи, там, переход и так далее. Но, кстати говоря, Украине надо быть к этому готовым, если начнутся массовые сдачи, это же надо еще как-то с этой массой работать. Не только фильтровать, а может там... Я же говорю, что сейчас нужно усилить работу, на мой взгляд. Моя рекомендация — усилить работу по созданию условий для формирования российского вот этого корпуса, который может и должен помогать Украине отстаивать независимость в борьбе с путинским режимом. Потому что Штрафбатом может... каким-то попахивает, нет? Нет, почему? Ну вот будут сейчас переходить подразделениями целыми. Часть из них будет готова воевать против Путина. Им надо дать такую возможность, на мой взгляд. Я считаю, что руководство Украины на эту тему надо очень серьезно уже не думать, а действовать. На мой взгляд. Да, это очень интересно. Ну, давайте к частностям. Интереснейшая, дикая просто история с внуком Аллы Борисовны Пугачевой, сыном Орбакайте и Преснякова, Пресняковым-младшим. Никита Пресняков, 31 год, актер. Прошла информация там от Пятого канала, да, российского, что чуть ли не с репетиции его выдернули и мобилизовали. Дальше начали все, конечно, проверять эту информацию. Якобы в театре сказали, что это не соответствует действительности. Но позже появились данные, что, ну, как бы, да, не забрали, не отправили в автобусе в учебку прям сразу, но повестку выписали. Месть Алле Борисовне? Конечно. А что же еще? Предупреждение последнее. То если она там перейдет Рубикон от красноречивого молчания к какой-то там полемике, которая поразит, так сказать, воображение тех людей, которые любят. Как пишут в сетях, что те люди, которые любят Аллу Борисовну, они же являются в какой-то степени опорой Путина. Я думаю, что там Кремль негативно очень воспринимает возможность Пугачевой открыть рот и сказать всю правду, что она думает. Она же пока молчит, но ее, правда, молчание такое, что понятно, что она думает. Но она пока это не озвучивает. Нет, но она может молчить. Я думаю, что... Она же надеется выгодно продать свой дом загородный за $1 миллиард рублей. Ну, я не думаю, что вот у нее это вот, как бы так сказать, то, что ее удерживает.
Наверное, какие-то есть более важные для семьи вещи. Не думаю, что у нее там последний этот дом. Если давайте так по-честному. Вот, поэтому мне кажется, что здесь не материальная сторона его держит, а что-то другое. На мой взгляд, мне так кажется. Геннадий Владимирович, а что движет Илоном Маском? Сначала там ситуация по Украине с теми опросами, позже, скажем так, комментарии вот этих опросов. Но сейчас вообще, скажем так, заявление просто неимоверной глубины и веса критикует решение Байдена пойти на второй срок, мол, это уже там 2 поколения разница от своего избирателя, мол, как можно найти общий язык с таким президентом, который вот настолько тебя старше, и нужно ставить на кого-то помоложе. Похоже, идет в политику Илон Маск. Илон Маск, он, конечно, гениальный предприниматель, талантливейший там изобретатель, великолепный менеджер и так далее. Там у него куча, так сказать, заслуженных абсолютно прекрасных титулов. Но вот как оказывается, что ты можешь быть великим предпринимателем, но не обязательно, что ты можешь быть при этом великим политиком. Ну, ошибается человек. Ну, наверное, политика это не совсем, может, его. Или, может быть, он на эпатаже хочет в эту политику въехать. Мы не знаем. Мы не знаем. Конечно, часть его заявления, она, на мой взгляд, ошибочна. Она, в общем-то, она, конечно, имеет право быть, он, в общем-то, частное лицо, и может как частное лицо высказывать любые самые, так сказать, там невероятные версии. Имеет полное право, так же, как каждый из нас. Ну, особенно те, кто там не в политике, а просто вот, высказывают и все. Он же не обязан там быть лицом там, государственного департамента или там администрации президента Байдена. Но вот он думает так. Мы можем только сказать, что не согласны с его взглядами, но он на них имеет право. Если это какая-то игра вхождения в политику, то мне кажется, ну, как-то, я не знаю. Я думаю, что он мог бы войти гораздо более успешно в эту политику, нежели совершая ошибки на ровном месте. Все-таки у него огромнейший послужной список не перед Америкой, а перед всей цивилизацией. Серьезнейший послужной список. Таких людей, которые двигают прогресс, двигают цивилизацию к новым рубежам, но не так много. Поэтому будет жалко, если он возьмет на вооружение эпатажность, сотрясание основ и так далее. Но посмотрим, может быть, это просто действительно какая-то там активность, в которой он не так силен, как во всех остальных сферах, где он добился выдающихся результатов. Геннадий Владимирович, просто здесь, наверное, сейчас очень принципиальный момент. Если Байден говорит, что я иду на второй срок, а это уже подтверждено и самим Байденом, и Белым домом, то, ну уж точно никто не хочет там апокалипсиса, Армагеддона, как выражается Байден. Что будет с Украиной? Какой ваш прогноз в ближайшее время? Потому что степень риска и накала, вот она достигает своего апогея. Достигает апогея в конкретном вопросе. ВСУ идут вперед и забирают украинскую землю обратно. Но там же считают уже ее чуть ли не своей территорией. Я думаю, мы сейчас с вами до конца... Нет, мы можем высказать мнение. Да, я могу высказать мнение. Но как бы будущего не знает никто. Я думаю, что ВСУ будут идти вперед и будут деоккупировать украинскую землю. В конечном итоге это сделают. И Запад будет помогать. Вот, и будет предпринимать все меры для того, чтобы Путин не смел применить ядерное оружие. Я думаю, что они найдут способ. Вот у меня почему-то такое ощущение, что все закончится хорошо. Закончится хорошо, потому что нет у Путина самого тоже желания помирать. У него тоже желание, оно отсутствует напрочь. Ядерный апокалипсис. Ну, то есть, все, что... И вот, предположим, сейчас Путин ударит ядерным оружием. Неважно, который в Черном море. Я все время говорю, вот я сижу, я его кусочек вижу. Вот. Меня такой сценарий, конечно, смущает. Но, тем не менее, он возьмет и ударит. И я думаю, что
он становится мишенью номер один для всего мира. А он хочет это. Он даже вроде там говорит, что я полечу на какое-то совещание. Куда же он теперь полетит? Если ему даже нельзя будет показаться, в каком он бункере находится. И мы еще не знаем, что с ним делает его элита, его охрана. Может, после первого же ответного удара. Может, он так замкнет, заварит, что никто его потом больше никогда не найдет. Я там вспоминаю какой-то странный рассказ. Я проходил еще, когда английский язык изучали в школе. Когда там какую-то невесту в замке спрятали. Обычай прятать невесту в большом замке. Так и не нашли. Потом лет через 50 где-то разбирать какую-то стенку, какой-то там скрытый шкаф, вот ее там обнаружили. Вот может и с Путиным так же произойдет. Спрячет, никто не найдет. Потом лет через 20 окажется в каком-то шкафу. Но не знаю. Я бы сейчас вот не стал бы сейчас зацикливаться на этом. Мне кажется, ВСУ должны продолжать свое дело, перемалывать противника, деоккупировать территории. Запад должен поставлять достаточно современного оружия, которое позволяет нивелировать путинскую вот эту могилизацию, и дальше смотреть, как будут развиваться события. Ничего сейчас приостанавливать ни в коем случае нельзя. Ну да, там события действительно на передовой развиваются динамично. И ДРГ в Курской области, украинское, которое зашло, что-то вот, собственно, выполнило задачу, вышло. И беспилотник, который прилетел по самолетам Ту, выпускавшим ракеты по территории Украины, причем очень далеко, туда, скажем так, километров 300-350. Там, собственно, и Москва недалеко, ну вот так вот, если по карте посмотреть. Ну, далековато, конечно, но тем не менее. И действительно, вот это уже совершенно новые обороты противостояния. Геннадий Владимирович, я благодарен вам за эту беседу. Спасибо большое, что нашли время для этого интервью. Спасибо. Друзья, берегите себя, смотрите новые выпуски, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну и, конечно, увидимся на моем канале позднее. Насколько позднее, это уже вам решать. Поэтому следите за новыми выпусками, поставив колокольчик. Ну и, конечно, увидимся обязательно.